Станислав, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Станислав Белковский, политический консультант и публицист. В 90-х был политтехнологом Бориса Березовского, который называл Белковского очень креативным, когда речь идет о черном пиаре. Один из идеологов оранжевой революции в Украине в 2004 году. Консультировал штабы Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко. Автор так называемой новой Конституции России, в которой предлагает назначить Путина некоронованным монархом и избирать бесчисленное количество раз. В 2019-м контактировал с предвыборным штабом президента Зеленского. Как приятно, очное интервью, наконец-таки. Главный хороший повод, и, как всегда, помогает нам Владимир Владимирович Путин. Вы сейчас в Израиле. Да. Почему? Потому что я решил, что сейчас не очень комфортно и безопасно мне находиться в России, но я не нагнетаю, у меня нет ни паники, ни истерики, ничего. Просто все занятия, которые у меня были в России, закрылись. Для того, чтобы как-то их возобновить, переосмыслить и перезагрузить свою жизнь, я решил ненадолго покинуть родину. И просто по соображению удобства и безвизового режима прибыл сюда. Я много раз бывал в Израиле, прекрасно отношусь к этой стране, но никогда не собирался сюда переезжать. Будем считать, что не собираюсь и сейчас. Пользуясь случаем, хочу сказать, что 23 апреля в театре Бет-Хаяль у меня шоу-лекция, которая называется «Ядерный удар», с подзаголовком «Откровение ветерана ФСБ». Ветеран ФСБ – это я, потому что у меня есть организация фонд Станислава Белковского ФСБ. Я, безусловно, ветеран, я ее основатель. И вот поэтому прошу обратить всех внимание и не пропустить это замечательное событие. Уже билеты раскуплены, то есть люди интересуются. Да, вот когда было выступление Александра Глебовича Невзорова, в том же самом театре Бет-Хаяль, зал был полон. Люди висели на люстрах, правда, не было, значит, висели просто так в воздухе. Но с большим интересом к оратору. То есть русский, даже так скажу, российский в вашем случае иммигрант – это теперь профессия? Нет, иммигрант – это не профессия, это скорее судьба. Потому что, понимаете, представления об эмиграции с середины 80-х годов были совершенно иные, потому что если ты уезжал за границу, в силу личных, профессиональных или каких-то еще причин, ты всегда мог в Россию вернуться. И это не было эмиграцией в старом недобром смысле слова. Боюсь, что сейчас скорее старый недобрый смысл возвращается. Что вы имеете в виду? Я вижу, что в Россию вернуться будет не всем так просто. Потому что мы видим, как ужесточается режим, насколько непредсказуемыми становятся его те или иные действия в отношении разных людей, не вполне одобряющих спецоперацию и вообще все, что происходит в стране. Потому что дело не только в самой спецоперации, может быть, и не столько в ней. Дело в том, что происходит с Россией на этом фоне, и какие долгосрочные и среднесрочные тренды закладываются сегодня. Заложены недавно, как они реализуются в сегодняшней нашей реальности. Кроме того, поскольку вообще все происходящее – это концентрация и выплеск огромных негативных энергий, накопленных в российском обществе, и в первую очередь энергии ресентимента, то есть мести за те или иные унижения прошлых лет и десятилетий, то уже есть миллионы людей, которые хотят что-нибудь отобрать, сидеть, написать донос. А вы считаете, что люди поддерживают реально в России то, что происходит? То есть они воинственно настроены? Сегодня да. И пока не произойдет какого-то перелома в этой ситуации, так и будет. Опять же, мы не можем доверять социологии, поскольку и вообще в закрытом обществе оптика социологии очень искажающая. Да? Человек отвечает зачастую не то, что он думает, а что он хочет, чтобы власть знала о нем. Поскольку социологический интервьюер нередко воспринимается как полицейский агент власти. Вольно или невольно. И уж тем более в этой ситуации. Конечно, значительная часть людей поддерживает спецоперацию, назовем ее так, потому что в сущности сам Владимир Владимирович Путин не как физическое лицо, а как политический образ, как некий гештальт, выражаясь умным словом, пришел к власти именно в качестве выразителя этой энергии ресентимента. Десятков миллионов людей, которые утратили свой социальный статус, капитал и статус в 90-е годы 20 века и связали это с поражением Советского Союза в холодной войне, которая была Третьей мировой. На самом деле, поэтому Третьей мировой уже точно не будет, она давно закончилась. И, собственно, эти люди продолжали поддерживать Путина все эти годы. И скорее, если они отказывали Путину в поддержке, то когда им казалось, что он недостаточно суров и свиреп. Что он только изображает из себя тирана, а на самом деле тираном не является. А всякий раз, когда он проявлял себя как настоящий диктатор, вот тогда его популярность в этих слоях вновь возрастала и нарастала. Сейчас мы переживаем именно этот момент. То есть вы считаете, что вот эта поддержка, о которой говорят все эти соцопросы, это не просто цифры на бумажке и не просто страх человека, которому звонит телефон, и ему задают вопросы, и он знает, что, как и в Советском Союзе, надо отвечать на все вопросы правильно, а это реальное ощущение большинства в России? Может быть, не 80%, как говорят на вопросы, а 50% всего лишь, но да.
Не меньше, чем 50. Потому что это все те же люди, вот энергия ресентимента которых был движим наш режим даже не со времен Путина, а с середины 90-х. Когда появились все эти старые песни о главном, началась ностальгия по Советскому Союзу, в том числе среди огромного числа людей, которые в конце 80-х, в эпоху перестройки, всячески приближали развал и крах Советского Союза, мечтали о том, чтобы он исчез, а потом вот их жизнь и судьба сложились не так, как они предполагали. Ну вот я сейчас смотрю из пропагандистских всяких ресурсов, особенно в Телеграме, и довольно часто вот там такой всплывает тезис о том, что вот Запад, мол, просчитался, потому что они не понимают русского человека и русскую душу. Что русскому человеку, когда его давят, и когда что-то отнимают, и продуктов меньше, и голоднее, он только укрепляется, противостоит сложностям. И вот русские люди, они, мол, такие. Поэтому чем сложнее нам будет, тем это скрепит нацию. Вот вы считаете, это имеет отношение? Нет, это не совсем так или совсем не так. Это классический случай того, что в психоанализе называется проекцией. Это Владимир Владимирович Путин проецирует себя на русский народ. Его же любимый образ, как вы знаете, 2000 года, это узнали все тогда, крыса, загнанная в угол. Крысу увидел, начал ее гонять, загнал ее в какой-то угол. Она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще с лестницы на лестницу, с перелета на перелет пыталась прыгнуть мне на голову. Вот это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять. Он же еще весы по гороскопу, поэтому склонен к колебаниям. И он перестает колебаться только когда у него остается одно решение из одного. Вот что такое крыса, загнанная в угол. Да, когда, собственно, ты уже метаться нет, поздняк метаться, что называется. Да? Это же он приписывает русскому народу свое представление. А поскольку, естественно, маска с надписью «Путин равен России», там есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, давно приросла к лицу, то, мне кажется, он совершенно искренне считает, что так думают все. Так думают не все. И даже многие, кто поддерживает спецоперацию, поддерживают ее до тех пор, пока это не затронуло их семьи непосредственно. Потому что, да, оттоптаться на американских костях и отомстить за лихие 90-е Америки. А кто же виноват в лихих 90-х? Конечно, Америка, разумеется. Не мы же. Никогда же не хочется возлагать ответственность и вину на себя. Это одно. А вот, там, скажем, потерять своих сыновей – это другое. И поэтому тут представление о том, что народ пойдет на любые лишения и жертвы, сильно преувеличено. Я думаю, что, по сути дела, Путин это тоже понимает. Поэтому вот в России нет мобилизации до сих пор. Хотя многие вояки фактически ее требуют. И не будет, вы считаете? Не знаю. В нынешней ситуации ничего предсказать нельзя. Становится понятным, что цели спецоперации при нынешнем комплектовании армии не решаются. Как они будут решаться? И будет ли мобилизация одним из рецептов этого решения? Мы пока точно прогнозировать не можем, хотя явно она не случится завтра. Ну, мы к этому еще вернемся, к этому обаянию силы. Давайте пока вот еще про Израиль поговорим, раз уж мы с вами сейчас здесь. Я очень внимательно наблюдала за газетами здесь, когда выступал Зеленский по видеосвязи перед Кнессетом. Вижу, что у Израиля такая вообще отдельная позиция. Вот вы это с чем связываете? Почему Израиль оголтело не осуждают Россию и даже, скажем так, высказывали в газетах большое осуждение после речи Зеленского вот в связи с этим Холокостом и вот тем, что он там произнес. Почему Израиль не присоединяется ко всему остальному миру? Еще когда противостояние России и Украины было латентным, то есть скрытым, а не переходило в формат спецоперации, Израиль всегда тяготел скорее к России, чем к Украине на протяжении многих лет. А к Украине относился всегда скептически и максимально критически. Я просто помню, что в 2004 году, когда я там на второстепенных ролях участвовал в событиях оранжевой революции на Украине, я приезжал сюда и проводил консультации с некоторыми израильскими политиками на тему, не хотят ли они поддержать революцию и ее кандидата Виктора Ющенко. На что нет, большинство израильских политиков сказали, что они категорически этого делать не будут. И их больше устраивает Виктор Янукович, как бы российский ставленник, условно, хотя это было очень условно, но тем не менее он считался таковым, потому что весь украинский антисемитизм, безусловно, сконцентрирован в национальном лагере и вокруг Ющенко. И гораздо больше устраивает пророссийская власть в Украине, поскольку она гораздо менее антисемитская. Во всяком случае, в ней нет системного антисемитизма, а вот как бы среди так называемых бандеровцев или бендеровцев, как иногда их называет Путин, там антисемитизм достаточно крепкий. Кроме того, Владимир Путин за 20... То есть это такая память о Бабьем Яре или почему вот в Израиле такая все-таки Бабий Яр – это нацистский сюжет, а не... Но это представление о том, что среди украинских националистов немало антисемитов, и антисемитизм распространен
в Украине сильнее, чем в России. Собственно, и в России он распространен более в южных регионах, примыкающих к Украине. Это память о Богдане Хмельницком, скорее, как одном из крупнейших устроителей еврейских погромов в мировой истории, назовем вещи своими именами. А кроме того, за 20 с лишним лет правления Владимир Путин сделал все, чтобы позиционировать себя как президент-юдофил. Как вообще-то человек, который не любит это евреев. объективно, согласитесь, вот если какое-то и есть достижение, Да. то точно это. То есть у нас антисемитизм был все-таки при Путине запрещен и жестко отслеживалось, чтобы вот этого не было. Да? Он был заменен, может быть, гомофобией, да, скажем так, но антисемитизма в стране у нас нет. Нет, скажем так, я считаю, что системного антисемитизма в России вообще никогда не было. Он был несколько... при советской власти были отдельные очаги и островки антисемитизма, но нельзя сказать, что Советский Союз был антисемитским государством. Нет, слушай, он есть всегда, скрытый бытовой антисемитизм. Да. Но я имею в виду, что на уровне Путина он всегда это жестко пресекал. На уровне Путина, наоборот, была проеврейская и произраильская всегда политика и позиция. Особенно укрепились дружественные отношения между путинской Россией и Израилем при бывшем премьер-министре Биби Нетаньяху, который очень задружился с Путиным еще и на почве общего тяготения к авторитаризму и неограниченному долгому пребыванию у власти. Что для России вещь традиционная, а для Израиля не вполне. От Биби все ужасно устали, но он, дай будь его воля, он оставался бы и по сей день у власти, и, может, еще и вернется. Вряд ли такая вероятность не равна нулю. И, наконец, с момента ввода российских войск в Сирию, там Россия занималась обеспечением определенных израильских интересов. Границу израильско-сирийскую рядом с голландскими высотами охраняет российская военная полиция, не давая проникать в сирийской территории никаким экстремальным элементам. И Россия же помогает Израилю наносить удары в Сирии по проиранским всяким формированиям и объектам. Плюс, как я понимаю, Израилю очень невыгодно снятие санкций с Ирана, о которых активно говорит Америка, противопоставляя Сейчас при Джозефе Байдене, конечно, это снова при Дональде Трампе, как позиция по Ирану была максимально жесткая, это устраивало Израиль, сейчас это устраивает меньше. То есть Израиль не поменяет свою позицию в ближайшее время? Израиль, безусловно, будет дрейфовать в сторону меньшей лояльности России и большей лояльности Украине. В первую очередь под влиянием, конечно, США. А также под влиянием общего морального контекста этой ситуации, потому что есть вещи, которые одобрять нельзя, независимо от каких геополитических и геоэкономических интересов. Но он не станет тотальным другом Украины и врагом России. Это для меня очевидно. Характерная деталь. Была большая полемика между двумя министрами нынешнего правительства. Аилет Шакет, это министр внутренних дел, дама весьма близкая в хорошем смысле к премьер-министру Нафтали Беннету, его ключевой соратник по партии Ямина. Вообще, после выступления Зеленского обрушилась жесточайшей критикой на Зеленского и Украину, сказав, что вообще, так сказать, украинский народ помогал нацистам во время Второй мировой войны, а вовсе не так, как говорит Зеленский. Давай для зрителей повторю наших, что Зеленский сказал, поступите с нами, пожалуйста, так, как украинцы поступили с евреями 80 лет назад. Он сказал, мы, к сожалению, не можем так поступить, мы слишком нравственная нация. Да, нет, это, конечно, был перебор. Да, вот дальше вопрос... Это была шутка, но перебор. И отвечал Аилет Шакет, наш бывший соотечественник Зея Фелькин, министр строительства, который, кстати, выступает переводчиком на конфиденциальных встречах Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом, который сказал, что это ни в какие ворота не лезет. То есть тоже разные точки зрения присутствуют. Но уж точно Израиль не проукраинский. Но смотрите, вы как консультант и политолог. Зеленский же довольно часто выступал, и очень красивые выступления, так сказать, вдохновляющие очень многих европейских политиков. Почему здесь он выступил так? Кто ему посоветовал вообще заходить на такие темы, как Холокост? Это же такая для, особенно евреев, такая манипуляция, которую они прямо отторгают. Разумеется, да? нет. Условно... это выступление, при том, что Владимир Александрович был, как всегда, ярок и харизматичен, но по тексту текст был слабоват. Конечно, он был плохо подготовлен, недостаточно компетентно. Это вообще является проблемой команды Зеленского. Сейчас просто это ушло на второй план, потому что на фоне войны его абсолютно выдающейся роли в этой истории уже в запятых никто не ковыряется, но, так сказать, пока все было хорошо, пока был мир, некомпетентность его лагеря была весьма очевидной. В том, что ясно, что нельзя ничто сравнивать с Холокостом, поскольку с библейской точки зрения Холокост является абсолютно уникальным, эксклюзивным явлением мировой истории. Он относится к избранному народу. Он учинен был во многом для того, чтобы был реализован Ветхий Завет, то есть договор Господа Бога с избранным народом. Его ни с чем нельзя сравнивать. Это прокол Зеленского, безусловно. Давайте от Израиля перейдем к переговорам. Роман Абрамович участвовал активно, и пришли эти новости про отвод части войск. Как вы оцениваете, это какой-то позитивный сигнал? То есть будет в ближайшее время мирный договор? Нет, в ближайшее время мирного договора не будет. Это сигнал нейтральный.
Я знаю, Ксения, что вы возлагаете большие надежды на участие Романа Аркадьевича Абрамовича в этих переговорах, но мне кажется, что он преследует, мое мнение, возможно, ошибочное, но я, тем не менее, его выскажу, он преследует только свои частные цели. Конечно. Слушайте, все преследуют свои частные цели. Понятно, что он хочет, чтобы с него сняли санкции. Он хочет, чтобы против него не вводили американские санкции. Но давайте так, какая разница, какие цели, если это послужит общему Разница делу? большая, потому что это не послужит. У Романа Аркадьевича, мне кажется, нет влияния на эти процессы и на логику этих процессов. Он просто очень умело влез в кадр, что называется. Да? Хорошо, а у кого есть? У Мединского? У Владимира Владимировича Путина исключительно. Сейчас мы к этому перейдем. Да, поэтому, наверное, он избежит американских санкций и сохранит португальский паспорт, относительно легальности которого есть разные вопросы. Но это не имеет отношения к миру. Это имеет отношение только к интересам Абрамовича. И дай ему Бог здоровья. Я желаю всем исключительно добра. Просто чтобы мы не обольщались. Что произошло на этих переговорах? На этих переговорах, как Владимир Владимирович Путин очень любит это «от мертвого осла уши», вот делегация во главе с Мединским продала миру «от мертвого осла уши». Потому что наступление завязло под Киевом и Черниговым, ресурсов для его продолжения и развития нет. И в этот момент Россия заявляет, а мы отказываемся от дальнейшего наступления. Это совершенно не означало ни прекращение огня, что искал Мединский. Он прямо сказал, что это никакое не прекращение огня, и огонь возобновился сразу же после этих стамбульских переговоров, и обстрелы начались, в том числе и Чернигова пресловутого, на каковом направлении якобы в разы по заявлению замминистра обороны Фомина должна снизиться военная активность. Значит, стратегия просто поменялась. Уже Киев теперь не берут или берут потом. А до 9 мая, до Парада Победы, который должен пойти в Москве и Донецке, видимо, одновременно, Россия ставит перед собой задачу окружить и разгромить группировку вооруженных сил Украины на Донбассе и параллельно продолжать разрушать критическую инфраструктуру страны. Не только и не столько военные объекты, сколько хранилища энергоносителей, трубопроводы, кроме, конечно, той трубы, которую российский газ несет в Европу, и так далее, и так далее. Вот это и будет продолжаться. То есть это никакой не мир и даже не перемирие. И все разговоры о том, что какие-то случились уступки, слово «хасавюрт». Нет, это все, так сказать, эмоциональные излишние реакции на раздражитель. А вы считаете, что так называемая спецоперация будет еще идти несколько месяцев? Я не знаю, сколько она будет идти точно, но точно она не прекратится в ближайшее время, потому что никакой воли к ее прекращению у Владимира Владимировича Путина нет. Он, как всегда, в присущей ему манере собирается дожимать. Как он сказал Михаилу Михайловичу Касьянову в день отставки последнего, «я вас пережму». Это общая философия его действий. Давайте вспомним, что за полгода примерно до банкротства ЮКОСа полного, когда ЮКОС был исключен из государственного реестра, Владимир Владимирович Путин на голубом глазу заявил, а государство не заинтересовано в банкротстве ЮКОСа. Рынки сошли с ума, акции ЮКОСа росли. Тогда ЮКОС еще существовал там что-то 2 раза. А что такого сказал Владимир Путин? Он просто сказал, что он государство в этом не заинтересовано, а потом ЮКОС обанкротился. Не всегда бывает то, в чем государство заинтересовано. Да? Это определенные риторические фигуры, которыми он владеет весьма изящно и искусно. Так и здесь. Нет, он намерен дожимать Украину до состояния, которое он считал бы капитуляцией. И пока я не вижу никаких признаков к тому, что эта позиция менялась. То есть здесь неформальные пресс-секретари Владимира Владимировича, которых полно в последнее время, я имею в виду не формального Дмитрия Сергеевича Пескова, а неформальные, там от Валентины Ивановны Матвиенко до Рамзана Ахматовича Кадырова, именно это и говорят. Сначала мы додолбаем Украину, а потом будем говорить о мире на наших условиях. Ну, слушайте, можно это рассматривать так, а я, например, заявление Матвиенко или Кадырова рассматриваю как, наоборот, некие месседжи со своей позиции, что мы хотим до конца, мы с вами до конца, и мы, Владимир Владимирович, мы-то как раз как за самые жесткие меры. Мы, воины, да, не согласны на эти переговоры, не на эти соглашения. Но это политическая воля. На это у нас есть президент. Как он скажет, так и должно быть. Ну, мы воины, которые воюем. Не намерены ни на шагу отступить. И мы призываем руководство государства, лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. То есть это же по логике как раз Советского Союза каждый сейчас хочет проявить себя максимальным ястребом, чтобы таким образом тоже выслужиться. Я думаю, что перед их позиция, они исходят из позиции Путина, которая им известна. Другое дело, что Путин часто должен говорить более обтекаемо, потому что он всеобъемлющ. И он должен удовлетворять все нескольким запросам сразу, несколько запросов сразу. И запрос тех, кто хочет мира, и запрос тех, кто его не хочет. А люди рангом пониже могут позволять себе этого не делать. Нет, и Путин так и думает. Он собирается додавливать, он не собирается останавливаться. К тому же он, как мне представляется, исходит из предположения, что санкции все равно не снимут.
ни в момент мирного договора, ни в обозримом будущем после него. Если таковой возникнет, а раз не снимут, то чего останавливаться? Не может же так быть, что президент Путин не понимает, что не совсем, может быть, все пошло так, как изначально это было запланировано. То есть дальше все равно же есть понимание там, ситуации внутри страны, замороженных активов ЦБ, которая может затянуться на месяцы, соответственно, это жертвы со всех сторон, это постоянная вот как бы истерия в СМИ и с той, и с другой стороны по поводу того, что происходит. Есть такое понятие ошибка аналитика. Ошибка аналитика – это попытка, грубо говоря, приставить свою голову на чужие плечи. Когда вы говорите, Путин не может не понимать, может не понимать, у него совершенно другое понимание, не такое, как у вас или у меня. Я не утверждаю, что у нас с вами одинаковое понимание, но у него точно совсем другое. И мы видим это и по его поведению, по его высказываниям, по его реальным действиям в политической и военной сферах. Нет, для него нынешняя катастрофа, а я считаю это катастрофой, это не издержки, а это необходимый этап к построению этого мира, который он хочет видеть. Он хочет обрушить американоцентричный мир. Ради этого он приносит большие жертвы. В жертву он приносит Россию и себя самого, безусловно. Он вот та самая крыса, загнанная в угол, воспетая им же. Что для него положительный образ, а не отрицательный. Что было понятно еще в той книжке «Разговор от первого лица». Несмотря на то, что мы знаем, чем крыса отличается от хомячка. Да, у хомячка пиар лучше. Вот, у крысы пиар похуже, но этот образ для него весьма притягателен. Поэтому нет, он идет на все это сознательно. И, так сказать, его совершенно не смущает нынешнее положение дел в российской экономике и вокруг нее, потому что он считает, что это необходимый этап к высвобождению его страны из пут американоцентричного мира. Я вот не верю в эту историю, потому что все-таки, даже если ты ставишь военные цели сильно выше экономических, все-таки на таком уровне не может человек не понимать экономические последствия. Это невозможно. То есть считать, что заморозили нам активы или там сделали такие санкции впервые вообще в мире, и ничего, как-то прорвемся. Но все-таки там можно по-разному относиться к Путину, но он точно человек, который вникает в эти процессы. Он не может этого сейчас не понимать. Он может вникать во все, что угодно. Безусловно, такой масштаб санкций или приблизительно такой был ясен до начала спецоперации, что именно что-то такое будет. То есть вы хотите сказать, что он понимал, что это возможно? Безусловно. Может быть, не с точностью до деталей. Значит, должен быть план «Б» на этот случай. Путин не стратег, он тактик. План «Б» рождается по ходу дела. Помните, на последний... так не может быть. Но это так всегда было на всем протяжении путинского правления, Ксения. У вас просто замылен глаз, потому что вы хорошо его знаете. И вы воспринимаете его одним образом. Я смотрю на него гораздо более отдаленно и удаленно, и я анализирую просто все, что происходило за 21,5 год его президентства. Именно так всегда и было. На последней, может быть, во всех смыслах встречи с канцлером Олафом Шольцем в Кремле Путин сказал, а если у нас, как мы будем действовать? Сказал он с таким лукавым путинским прищуром, как у него это бывает. По плану. А план какой у нас, сказал он с такой же ухмылочкой? По ситуации. У него план по ситуации всегда. Хорошо, давайте тогда конкретно. Вот смотрите, несколько дней назад в прессе активно муссировались слухи о том, что Шойгу куда-то пропал. Его не показывали, потом демонстративно показали, что вот он, мол, жив-здоров. Но очевидно, что что-то там происходило. Понятно же, что Путин общается с Шойгу в постоянном режиме. Это факт. Понятно, что они обсуждали спецоперацию и обсуждали, какие сроки у этой спецоперации. Вспомним, в чем был план А, который поддерживался, кстати, Соединенными Штатами Америки. Они исходили из того, что этот план не поддерживался, в смысле, а он воспринимался как должное и как данность. США не отрицали, что этот план А с высокой вероятностью будет реализован. План А состоял в том, что российская армия сковывает украинские войска на Донбассе и на южном направлении около Одессы, но не атакует. А прямо захватывает Киев. То есть десант высаживается на аэродроме Антонов в Гостомеле под Киевом. Этот десант идет арестовывать президента Зеленского. В этот момент президент Зеленский бежит. США уже предоставляли ему весь инструментарий эвакуации. То есть США знали, что так будет. И были готовы смириться с бегством Зеленского. То есть опять тут не надо преувеличивать, что США уж так заинтересованы в этой войне до победного конца. Нет. Но этого не случилось. План сломался. В то время как ставка на него была достаточно большой. Сейчас там, на Москве, насколько можно судить по разного рода утечкам, идет большая разборка между военными и спецслужбистами, кто виноват больше. Военные, у которых армия не воюет, или спецслужбисты, которые неправильно совершенно спрогнозировали реакцию Украины на происходящее, потому что, естественно, Владимира Владимировича подкармливали всякими историями о том, что 46% украинцев за Путина,
что... Вы это сейчас, просто чтобы мы понимали, вы это рассуждаете сейчас гипотетически, Нет, или у вас есть какие-то источники? Есть какие-то источники, да. Значит, и что люди, особенно в юго-восточных регионах, выйдут встречать россиян с хлебом с солью, и что какие-то генералы вооруженных сил Украины немедленно перейдут на сторону российских войск. Именно поэтому Путин призывал в один из первых дней спецоперации публично переходить на сторону и брать власть в свои руки, избавившись от режима нацистов и наркоманов. Да? Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Этого всего не случилось. Значит, меня это не удивляет. Потому что современная Россия вообще страна фасадов, как говорил Астольф де Кюстин, посетивший нашу страну при Николае I, автор книги «Россия» в 1739 году. Но то, что современная Россия очень в значительной степени построена на фейках и на блефе, это для меня не секрет. И я сам не представлял, до какой степени, да, в данном случае в военной сфере. Но теперь представляю, на какой степени на фейке и блефе построен эффективный менеджмент в энергетических корпорациях, как оно все на самом деле, как оно в действительности. Я отчасти представляю. И поэтому меня вот и представляю себе масштабы кадровой деградации за последние 20 лет, связанные с тотальной коррупцией и непотизмом, то есть рекрутированием исключительно близких родственников и друзей на все руководящие должности, независимо от их профессиональных качеств и иных достоинств. Поэтому все, что угодно, меня это не удивляет. Мы все время сами об этом говорим, что Путин жесткий лидер, его боится его окружение. Насколько оно боится, мы видели на Совете Безопасности, заикающегося Нарышкина и вообще людей, которые, очевидно, находятся перед сильным человеком, которого они боятся. Ну, так подождите, тогда объясните мне. Вы считаете, что вот как это возможно? Что просто вот он все эти годы рассказывал, и Шойгу в том числе рассказывал про ракеты, про лазерную установку «Пересвет», про ракеты, летящие в сторону Флориды, про то, что повышают зарплаты военным, что это профессиональная суперармия. И более того, даже вот мы делали документальный фильм про армию, многие люди внутри говорили о том, что да, система во многом поменялась, с дедовщиной поборолись, стало лучше, чем раньше. То есть, независимое мнение даже изнутри было таким. Понимаете, поскольку вообще вся система спецслужб и войск всегда построена на том, что они докладывают политическому руководству то, что политическое руководство хочет услышать. Это многократно описано в мировой литературе, а не только в аналитических записках. И, например, лучший пример – это роман Джона ле Карре «Портной из Панамы». Вот. И, опять же, ничего удивительного. Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. И Путин сегодня не съедет с темы, что у него прекрасная армия, и что он во всем лучше разбирается. Он же не признает своих ошибок. И все эти люди, которые его боятся, да, возможно, они его побаиваются, вероятно, они же сидят на своих постах десятилетиями. Никакой ротации не происходит. Он не меняет команду. Он не пускает мне никакую свежую кровь. Он набрал там какое-то количество людей, которые были не его, а остались от ельцинских времен. Или, как Алексей Валентинович Улюкаев, были признаны предателями. Но в основном все люди как были, так и есть. Да? Куда они денутся? И эти все люди транслируют фактически его мысли. Например, сегодня. Например, Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот он ведет телеграм-канал. Он же говорит то, что Путин думает и хочет услышать ответ обратно от Медведева. Что он говорит? А что все хорошо. Что санкции не сработали, пишет буквально на днях Дмитрий Анатольевич Медведев. Запад сам по себе ударил. На Западе полная ярость и возмущение от растущих цен на продукты питания и бензин. И сейчас западные народы придут свергнуть своих правителей, и новые правители снимут санкции, и мы снова заживем в мире и дружбе с этими несчастными уродами. Вот, видимо, Владимир Владимирович полностью или частично настроен именно так. Любой руководитель авторитарного типа хочет, чтобы подчиненные говорили то, что он хочет слышать. Это понятно, про Медведева понятно. Но когда ты делаешь операцию, так называемую спецоперацию твоей жизни, когда ты к этому условно идешь 8 лет,
и дальше все начинает идти не совсем так. Я не верю в то, что не было санкций за то, что, подождите, где деньги, условно, которые мы выделяли? Где украдено, потому что не знаем, как устроена российская экономика, тотальной коррупции. Ответственность менеджмента на всех уровнях, как военного, так и гражданского, вещь очень условная. Вера Владимира Ильича Путина в то, что в интернете ерунду пишут, а его генерал ФСБ дает ему справки с достоверной информацией, мягко говоря, ни на чем не основано. Генерал ФСБ гонит страшную пургу. В этих справках, некоторое количество этих справок я в старые времена имел возможность видеть и читать. Я, честно говоря, не очень в это верю. Ведь там же всегда есть система сдержек и противовесов. И, условно, если один наврет, другой обязательно придет и расскажет, что тот наврал. Я, как бывший понимаете? политконсультант, могу вам сказать, что есть всегда консультанты, не только политические, а любые другие, двух категорий, А и Б, двух видов. Консультант категории А – это, как правило, человек, который приобретает хорошую репутацию, но не делает большой карьеры. Это человек, который думает, что его точка зрения действительно важна боссу. Вот, например, босс приглашает такого консультанта и говорит: старик, что бы мне съесть сегодня на ужин, свинину или телятину? И консультант категории А разводит целую теорию, чем хороша свинина, чем телятина, аргументы за, против и так далее. Но не поступает так консультант категории Б, который не приобретает хорошую репутацию, зато делает блестящую карьеру, как правило. Он не сравнивает свинину с телятиной. Он по дороге в кабинет босса спрашивает у шеф-повара, что заказано уже на ужин. Он узнает это и докладывает боссу, что то, что тот уже заказал на ужин, и есть наилучший выбор. Вот по мере трансформации кадровой системы современной Российской Федерации консультанты категории Б сидят на каждой позиции. И та аналитическая записка хороша, которая сделана консультантом категории Б, который заранее знает, что босс хотел бы в ней прочитать. А под это подбирается уже доказательства. Что сейчас можно сделать для того, чтобы спецоперация, так называемая, остановилась? Вот какие условия должны быть соблюдены, чтобы Россия пошла на это? И возможно ли вообще это для Путина сегодня? Нет, невозможно. Он хочет довести дело до капитуляции. Не случайно постоянно всплывает образ Японии. И Александр Григорьевич Лукашенко, который тоже в последние месяцы стал неформальным пресс-секретарем Путина, он зачем-то в разгар событий дал интервью японскому СМИ. Он сделал это с одной единственной целью. Сказать в финале этого интервью, что Япония же знает, как бывает. Любая война заканчивается миром. И люди со временем забывают. Даже Хиросиму и Нагасаки. Хотя забыть это очень трудно. Вот примерно так должно быть. Должна быть безоговорочная капитуляция с обнулением фактически предшествующей государственности, как это было в случае Японии, когда Япония в результате безоговорочной капитуляции 1945 года отказалась от двух системообразующих принципов своего построения. Первый, что Япония создана раньше остальных государств. И второе, что император является прямым потомком богини Солнца Аматерасу. Это нам может казаться забавным, но это было важнейшим. То есть вы считаете, что тактический ядерный удар – это реальная возможность? Скажем, применение какого-то оружия массового уничтожения возможно, да. Особенно тем возможнее, чем больше будут буксовать обычные войска и вооружения. Но не будет стратегического ядерного удара. Да. То есть вот большой ядерной войны, в которой погибнет человечество, не будет. Я могу сказать, почему. Почему? Потому что все праведники мира молятся о том, чтобы этого не было, и Господь Бог не допустит этого. Давайте тогда про тактическое ядерное вооружение я тоже скажу, что все-таки вы, Станислав Белковский, не без греха тоже, и ошиблись, как и большинство политологов по поводу 24 числа. Да, как большинство экспертов. То есть все-таки вы тоже ошибаетесь. С Крымом, насколько я помню, вы тоже ошиблись. Безусловно. А чего я совершенно... Вы говорили, что не случится. Я считал, что действительно будут признаны ДНР и ЛНР, и войска зайдут в ДНР и ЛНР и нанесут удар даже по вооруженным силам Украины и военной инфраструктуре. Но дальше дело не пойдет, поскольку Путин не мастер войн, а мастер спецопераций. Кстати, это понимаете, почему? Я же не случайно... спецоперацией. Да, я же не случайно об этом сказала. Просто вы же работали в Украине довольно много. Вы консультировали Тимошенко. Я работал с разными политиками. Порошенко в детали мы вдаваться не будем. То есть вы хорошо знаете... моей этике, да. Но вы хорошо знаете эту страну. Вы работали с политиками в этой стране, скажем так, первого ряда. И Россию вы тоже хорошо знаете. И вы здесь тоже работали. По каким признакам вы ошиблись? То есть какие признаки дали вам ощущение, что будет иначе? Чего вы не уловили? Я не уловил перехода Владимира Путина на определенной грани саморазрушения и самодеструкции.
В этом была причина... Да, именно Это так. так очень звучит. Нет, понимаете, у Путина есть хорошо, давайте вот тогда определенный инерционный набор решений, который он принимал на протяжении 20 с лишним лет. Это логика, сказать, да, вот вы говорите, не может же не понимать что. Может не понимать что, потому что он обуреваем сегодня совсем не традиционной, не инерционной логикой, не той, которая была прежде. Он совершил некий качественный переход. Он захотел стать крысой, загнанной в угол. Он не случайно ею оказался. И не в силу внешних причин, а в силу собственного желания. А долгое время он этого избегал. И в старом состоянии избегания статуса и роли крысы, загнанной в угол, он так не поступал. Он всегда сохранял определенное пространство возможностей и баланс. Глядя назад, вы понимаете, какие были предпосылки к этому? Психологическая эволюция, потому что я все стараюсь анализировать с позиции психоанализа, и когда мне это удается, когда я занят чистым психоанализом, я как раз не ошибаюсь. Я ошибаюсь тогда, когда к психоанализу примешивается что-то еще. Например, всякий политический и экономический анализ, который говорил, что невозможно, не пойдет же на такую катастрофу. Это отчасти соответствует вашим настроениям и вашим словам сегодня. Пойдет. Потому что если бы было отбросить все политические и экономические соображения и оставаться в рамках чистого психоанализа, то, опять же, советую почитать статью Путина довольно нервно 2016 года, где там все и говорил, что он перейдет определенную грань саморазрушения, когда катастрофа становится не издержками, не случайностью, не чем-нибудь, а основой основ самого сценария. Необходимой его предпосылкой и важнейшей частью содержания сценария. Хорошо, давайте тогда, исходя из психоанализа, потому что это интересно, действительно обратимся к Фрейду, к Юнгу и через них к вам как бы. Вот можете дать психоанализ следующей ситуации, который явно в скором времени или не в скором времени, но есть шанс, что мы все придем. Встреча Путина и Зеленского. Вот условно комната, журналисты ждут, они заходят в один зал, Путин и Зеленский. Вы можете дать вот ваш психоанализ этой встречи? Как она будет выглядеть? Встреча это еще долго не будет, потому что Путин не воспринимает Зеленского субъектно. Он в развитии вашего вопроса считает, что это марионетка Америки, и если о чем-то надо говорить, то с Байденом и вообще с представителями США, а не с Зеленским. Не случайно поэтому Украина настаивает сейчас на встрече. Россия говорит, что встреча Путина и Зеленского будет когда? Только в момент... давайте так, будет, не будет. Давайте представим себе. Нет, а что представлять? Ее не будет. Ну вот давайте представим, что она будет. С точки зрения психотипа. Она психологически невыносима для Путина, поэтому ее не будет. Почему? Потому что сам факт встречи говорит о том, что воспринимает Зеленского как равного. Осознание и ощущение, что Зеленский не является равным, для него очень важно. Он не равен ему. Он всю историю затеял, чтобы обрушить американоцентричный мир, то есть разрушить привычный ему мир. Да? Не ему, а привычный всем, кроме него, поскольку он-то 20 лет проживает в бункере, как минимум ментальном. Он отделен от прелести этого замечательного мира, что подталкивает его к разрушению этого мира. Поэтому нет, он не хочет никакой встречи с Зеленским. Давайте тогда хорошо, отдельно разберем эти два психотипа. Вот про Путина вы уже сказали. Вот одна из важнейших истории его самоощущения – это неравенство, например, Зеленского на то, что он гораздо больше, и вот это ощущение по отношению к врагу, как он считает, искусственно созданного государства. Да? Зеленский не враг, это техническая подробность ненавистного ему мира. Можете такой же портрет Зеленского составить? Вот это что за психотип? Зеленский – это типичный стероид, рефлектор, актер. Во всех смыслах, который именно любит ловить момент и перевоплощается в образ, который играет. Когда он Гамлет, он настоящий Гамлет. Да? Когда он Остап Бендер, он настоящий Остап Бендер. Сегодня он настоящий Черчилль. Он играет эту роль очень убедительно. Вы считаете, что при этом эта роль, которая может также быть конечной, и дальше будет какая-то другая роль? Конечно. Она обязательно после спецоперации такой и будет, потому что будет некий план Маршалла для Украины, и он потребует совершенно другой роли. А Зеленский может не выйти из образа, и это закрепление в образе способно сыграть с ним злую шутку. Впрочем, я сейчас не хочу его критиковать, учитывая... Я и так его много критиковал в прежней жизни, и ни от чего сказанного не отрекаюсь никоим образом. Просто сейчас ему и так тяжело. Я прекрасно понимаю, какое напряжение он испытывает. Едва ли когда-нибудь в жизни он предполагал, что с ним такое случится, но в жизни каждого человека бывает такой момент. Да? Все в жизни бывает первый раз.
раз черный лебедь обязательно прилетает. Или не обязательно, но часто в жизни каждого поколения. Да, поэтому сейчас он очень мощно находится в этом образе. И, безусловно, кроме того, мы живем в эпоху Джокера. Если помните фильм «Джокер» 2019 года, который предшествовал следующим событиям и пандемии, и спецоперации. А все, что происходит, это на смене эпох всегда приходят 4 всадника апокалипсиса. Чума, война, голод и смерть. Вот мы, собственно, поскольку мы сейчас слово «война» можем использовать, только речь не о конкретной войне, а вообще об образе войны. Чума уже была, это COVID-19, сейчас вторая стадия. Голод наступает, потому что резко растут цены на продовольствие. Но вы верите в то, что реально будет голод? Так в это, что говорят ваши любимые отраслевые эксперты сплошь и рядом на каждом углу. Прям вот выйдешь в Тель-Авив, прям стоит очередной доктор экономических наук на углу, только что приехавший из России, говорит, нет, об этом говорят все. Конечно, как в бедных странах. Мировой голод? Нет, в бедных странах будет голод, в богатых странах будет резкое изменение структуры потребления в сторону ее демократизации, скажем так. Потребление резко сократится, и мир перейдет от потребления лишнего, приоритетного потребления лишнего, которое было свойственно минувшим десятилетиям, финалу и кульминации эпохи просвещения. Вот к приоритетному потреблению необходимого все же. Давайте вернемся к Зеленскому Да. и к его психотипу, потому что, мне кажется, это очень интересная тема. Вот смотрите, вы же видели интервью Зеленского российским Вы знаете, независимым? оно не поразило меня как-то, потому что я Зеленского вижу каждый день. Я смотрю каждый день его ролики, которые он записывает. Он каждый день записывает видеообращения. Поскольку я владею украинским языком, я хорошо понимаю, что он там говорит, и все время их смотрю, да. Давайте вернемся к интервью, если хотите. Вот там в том числе, я обратила внимание, он прям несколько раз там это повторяет, так намеренно, по поводу 70-летнего Путина и меня молодого, и после меня еще на смену много придет таких же молодых, и важно, чтобы они все приходили и менялись. Разбирая именно его психотип, вы считаете, что это правда будет так, как он говорит? Или есть какой-то шанс, что он превратится, в общем, в то, против чего он сейчас выступает? То есть сможет ли он, имея такой успех, будучи сегодня очевидным мировым лидером, который может позвонить любому политику и дать инструкции, как себя вести по отношению к спецоперации, не будет ли у него соблазна не отдать власть? Или это невозможно? Будет соблазн не отдать власть, конечно. Поскольку такой соблазн есть у всех и у каждого, независимо от психотипа. Но, с другой стороны, Зеленский, как говорится, это из серии «Запомни меня молодым и красивым». Как всякий актер, он, так сказать, должен завораживать зрительный зал, и он не будет делать ничего, что не завораживало бы его. Поэтому я, скажем так, допускаю, что как раз он преодолеет соблазн. Хотя, естественно, соблазн будет окажен, но когда ты лидер с... Это будет ему важно просто преодолеть этот соблазн? Или, может быть, просто Украина такая... Нет, или это просто Украина такая страна, в которой это невозможно? То есть, соблазн может быть какой угодно, но если ты уже в выстроенной системе находишься, прочной, она выдержит любого, даже Трампа, условно. Украинская система не выдержана прочно, но, по крайней мере, она показала за 30 лет, что никакой попытки узурпации она не терпит. И Януковичу пришлось сбежать, и Петру Порошенко пришлось отказаться от второго срока, хотя он очень его хотел. Поэтому нет, слишком далеко Зеленский не сможет. То есть этого не будет? Нет, не будет. То есть, скажем так, какие-то флуктуации, вариации возможны, да. Но во второй срок вы верите? Во второй и последний, да. А какие качества понадобятся президенту во время исполнения так называемого плана Маршалла? Не вмешиваться. Нужно будет передать фактически управление экономикой вообще и страной во многом кабинету, стоящему из международно признанных специалистов. И это будет тяжелая для него история. Разумеется, потому что сейчас он политик с рейтингом 90, то ли 91, то ли 93%, не знающий себе равных, а там ему придется отдать значительную часть власти. Это будет непросто. Он же человек, кроме всего прочего, властолюбивый. В 2014 году вы, когда все эти были крымские события, вы попросили украинское гражданство. Зачем? Я хотел реализовать себя в украинском политическом и культурном, особенно пространстве, поскольку я в него в достаточной степени интегрирован. Я хорошо знаю украинский язык и культуру. Но Украина оставила без внимания мое обращение. Может быть, и к лучшему это было. Естественно, это было решение во многом эмоциональное, опять же, в котором я не раскаиваюсь. Но как сложилось, так и сложилось. То есть, я понимаю, интегрироваться, вы говорили, в пространстве только что, это условно по любви такое действие, что любви, просто конечно. Хотелось гражданства, да. Потому что можно же интегрироваться и без смены гражданства. Разумеется, да, это по любви.
Это попытка зафиксировать отношения по любви. Да. Сейчас жалеете, что этого не произошло? Нет, не жалею. Я вообще ни о чем не жалею, потому что мой период становления и переход к стадии зрелости, он наступил в 49 лет, то есть уже значительно позднее. В 2020 году, когда я понял, чем я должен заниматься, а чем не должен, и когда у меня сложилось вполне четкое видение картины мира. И то, что я оказался в той точке, где я оказался именно в это время, это очень хорошо, я этим очень доволен. Я вообще принимаю все, что происходит со мной и сейчас, в том числе, как абсолютно должное и логичное. Но вот если вы говорите, что по любви это было, а почему нельзя было бы тогда просто отказаться от российского гражданства, поехать и получить там украинское? Это же, то есть зачем дожидаться какого-то ответа? Потому что я хотел сначала все-таки проверить, насколько эта любовь обоюдна, прежде чем зафиксировать отношения в ЗАГСе. Любовь с той стороны не была такой, как у меня, она была значительно меньше. Она была такой теплохладной, то есть в режиме один любит, другой позволяет себя любить. Наверное, потому что, так сказать, Украина не очень хотела, чтобы такой шебутной человек, как я, который там, является источником дестабилизации, то есть, там оказался. Это было избыточно. То есть зачем? Я считаю, что, возможно, Украина совершила ошибку, но сейчас для меня это уже не важно, потому что сейчас я живу в другой реальности, в которой нет ни России, ни Украины. У меня совершенно другие приоритеты, личные. Хорошо, если бы вам сейчас на выбор предложили российское или украинское, какое вы бы выбрали? То, которое у меня уже есть. Российское? Да. Угу. Давайте тогда на тему, которая вас когда-то занимала. В 2003 году, в мае, вы опубликовали статью «Государство и олигархия». В этой статье, такой знаковой, вы призывали Путина убрать олигархов от власти. Да. А вам не кажется, что при этих самых олигархах, вот, собственно, сегодня мы бы имели другую ситуацию? И, кстати, в этом смысле, глядя на опыт Украины, который тоже был очень разным, но там как раз вот существование 5-6 центров олигархической силы, которые тоже каждый действовал в своих интересах, но за счет того, что центров этих было много, какая-то такая квазидемократическая модель, собственно, и начала образовываться, потому что каждый олигарх выдвигал своего кандидата, спонсировал свои партии, имел свои телеканалы, и все вместе это все равно создавало котел вот этих демократических возможностей. Не кажется ли вам, что вы тогда ошибались, и сегодня, условно, вот эта семибанкирщина в новом виде была бы в итоге лучше для России? Семибанкирщина, по большому счету, и привела к власти Путина. Семибанкирщина отстаивала авторитаризм. Она считала, что лидер типа Путина прикроет как бы всех от негативных энергий русского, в скобках, российского народа. Потом просто Путин перестал прикрывать и выполнять эту роль. Из гаранта интересов олигархии превратился в токсичный актив, но было уже поздно что-то менять. Поэтому нет, мне кажется, олигархи, я ведь призывал Путина отстранить олигархов от власти не с точки зрения укрепления авторитарного режима и начала спецоперации на Украине, а совсем с других позиций. Нет, поэтому я не вижу никакого... И на Украине дело было в том, что в Украине нет монархической традиции, и там достаточно свободолюбивый народ, и сформировалось гражданское общество, которое олигархи не контролировали. Да? Кроме того, они очень часто объединялись вокруг авторитарных фигур, и значительная часть олигархов поддерживала избрание Януковича в 2004 году, и потом, так сказать, поддерживали всякую ерунду. То есть и в украинском случае конкуренция олигархов, которая всегда присутствует, безусловно, по определению, поскольку они борются за один и тот же кусок пирога, и в первую очередь государственного пирога. Да? Я не могу сказать, что она однозначно способствовала демократизации, так сказать, какому-то построению гуманитарного пространства. Очень часто олигархи и мешали. Нет, поэтому это был, кстати, коллективный труд Совета по национальной стратегии. Я был одним из 11 авторов этого текста, хотя, возможно, таким основным соавтором. Вот. И нет, я не считаю, что я ошибся тогда. Я ни в коем не раскаиваюсь в этом. Я много в чем раскаиваюсь в своем прошлом, но не в этом. А вот по поводу вот этой концепции европейских санкций против олигархов. Насколько я так углубленно все это изучила, читала, концепция эта исходит из того, что это тоже некий спрут, да, это тоже некие карманы, связанные с президентом, с Россией. Соответственно, нужно обрубить всех этих олигархов, не потому что даже они сами участвовали или нет, а условно это всегда тот карман, куда может залезть государство российское. А вот это вообще правильная концепция? Потому что мне казалось всегда, что наоборот максимальная интеграция
в Россию, там, наоборот, сейчас не закрывать от всех стран, а максимально открыть, максимально этих олигархов везде пустить, чтобы они дальше были агентами влияния, там, насыщать рынки, создать, наоборот, более прочные связи. Это разве, на ваш взгляд, концепция, не могло бы на мой быть? взгляд, не в этом. Не в том, что олигархи являются карманами Путина, поскольку у Путина масса карманов безо всяких олигархов и гораздо более толстых. Достаточно вспомнить, сколько средств аккумулировалось на счетах Сургутнефтегаза или Роснефтегаза, не говоря уже о «Газпроме», там, Роснефти и всем прочем. И все это в совокупности гораздо-гораздо больше, чем любые олигархи, попавшие под санкции. Путин не нуждается в их деньгах для решения своих задач уже давно. Собственно, он и выстраивал систему так, чтобы не обращаться к ним. Хорошо, а зачем тогда наказывать? Затем, этих чтобы людей? все россияне, от олигарха до дворника, понимали, что происходит что-то не то. Если бы этих санкций не было, тогда сейчас вот здесь сидел бы какой-нибудь олигарх, например, мы бы пили чай, он говорит, да ничего же не происходит, все хорошо. Ну, подумаешь. Вот чтобы этого не было, эти санкции введены, а не потому, что эти олигархи являются карманами Путина. Ну, то есть это правильно, это эффективно. С точки зрения Европы, да, это правильно. А кроме того, Запад и раньше пытался использовать олигархов как агентов влияния. Именно поэтому призывы Алексея Анатольевича Навального, например, так сказать, наложить санкции на олигархов, никогда не имели успеха. Эти санкции видны только сейчас в связи уже с новейшей политико-военной ситуацией. То есть с чем-то экстраординарным по отношению к недавнему прошлому. Кстати, если уж говорить о Навальном и его концепциях, вот вам не кажется, что на самом деле была одна вещь, в которой Алексей Анатольевич совершенно точно ошибался, как вот имиджевая история. Вот он же все время во всех расследованиях Путин фигурировал как некая фигура, ну, условно, да понятно, это все про коррупцию, про деньги, про, значит, воровство и так далее. Но в итоге-то из того, что мы видим сейчас, очевидно, что эта позиция была неправильная. И гораздо ближе был в этом смысле Немцов, который тогда еще до своей гибели всегда говорил... Ну, конечно, после гибели по-другому, да. совершенно другая концепция, когда он всегда говорил, вы не понимаете, Путин не про деньги, он про русский мир, про величие, про могущество и про какие-то концепты, которые он выстраивает себе в голове. Правы оба. Между ними противоречие может быть диалектически снято, потому что Навальный тоже прав. Потому что, безусловно, Путин принадлежал к той элите, для которой деньги были важнейшими. И в 90-е годы 20 века в России сложилась система монетократии, власти денег. То есть фактически религией России является не православие, конечно, никакое, олицетворяемое фейковой РПЦ-МП, я это сам говорю как православный человек, безусловно, а культ Мамона, то есть религия денег. Деньги приобрели роль всемогущей субстанции, с помощью которой можно решать любые проблемы, в том числе метафизические. То есть можно обеспечить бессмертие, и все эти парагенетические исследования и индивидуальные лекарства, которые людям с большими деньгами дадут прожить до 150 лет, я слышал с конца 90-х из разных олигархических кругов. Это уже в последнее время Путин этим увлекся тоже, там его дочери, 5-20-е. Но пациент надо наблюдать в динамике, особенно если заниматься психоаналитическим его изучением. И ясно, что, скажем, психоанализ применительно к демократическому политику тоже эффективен, но демократический политик обложен со всех сторон институтами и всякими издержками и противовесами. Поэтому особенности его психики не так сильно влияют на происходящее. А в ситуации абсолютно единоличной власти, которая ничем не ограничена, да, здесь уже особенности психики становятся решающими. И ясно, что когда Путин понял, что он не сможет воспользоваться благами своей буржуазной жизни, он стал съезжать совершенно в другую, условно, немцовскую сторону. Что не отменяет абсолютно правоты Алексея Анатольевича Навального в известной степени. Возвращаясь к спецоперации, к тому, что мир понял, что российская армия может быть не так всемогуща, как изначально казалось. Какие это будут иметь глобальные последствия для нас? И будет ли раскол самой страны? Пока что это имеет международно-политические последствия, очень внятные и очевидные. Именно на этом фоне Азербайджан, например, приступил к окончательному решению карабахского вопроса и зангезурского вопроса при поддержке Турции, когда убедился в том, что реальной военной угрозы со стороны России, оказывается, не существует. То есть это не случайно сейчас конфликт Азербайджана и Армении? Нет, совершенно не случайно. Просто стало понятно, что именно сейчас этот вопрос надо решать. Когда Россия не в состоянии отвлекаться от Украины, ну и в принципе выяснилось, что Россия не так много может, как еще недавно казалось. Китай крайне раздражен всем этим обстоятельствам, потому что это уменьшает возможности постоянной нарастающей угрозы с элементами блефа о захвате Тайваня. То есть мы не знаем, хочет Китай захватить Тайвань или не хочет. В Китае все решения вынашиваются очень долго.
100 лет туда, 100 лет сюда не имеет значения. Но становится понятным, что вот такого одномоментного захвата Тайваня тоже не будет. И поэтому крик «Держите меня, семеро», чтобы я этого не сделал, уже из уст Китая звучит не так убедительно из-за российской спецоперации на Украине. Посмотрим. То есть вы считаете, что эта спецоперация минимизировала возможность вторжения на Тайвань? Она уменьшила возможность вторжения на Тайвань, по крайней мере, в кратком будущем, в краткосрочной перспективе. Ну, как бы есть теория того, что как раз Китай, очевидно, какую-то транслирует поддержку России, что Путин как раз летал в Пекин, чтобы договориться с Китаем. Китай транслирует риторическую поддержку, даже не столько поддержку России, сколько отрицание американской гегемонии. Он выступает против США и против американоцентричного мира. Вместе с тем Китай риторически транслирует поддержку Украине, ее территориальной целостности, которую он признает, и постоянно посол в Киеве рассуждает о том, как вырос товарооборот между Украиной и Китаем, и какие они большие друзья. При этом на уровне практических шагов Китай никакой серьезной поддержки России не демонстрирует. Мы видим, как китайские банки динамят своих российских контрагентов. Мы видим, что крупнейшая энергетическая корпорация Китая Sinopec уходит с российского рынка, что, естественно, невозможно без решения Центрального комитета Коммунистической партии и так далее, и так далее. Мы видим, что пресловутые широко рекламированные карты Union Pay приветствуются для россиян, у которых есть счета в китайских банках, а китайские банки отказываются открывать счета россиянам, оказавшимся сейчас на территории КНР. То есть, и, наконец, я верю в данные Джозефа Байдена и американских, доверяю, прошу прощения, данным Джозефа Байдена и американских спецслужб, что Китай не поставляет России вооружений, хотя мог бы этого и делать. Поэтому нет, на практике мы видим, в действительности все не так, как на самом деле, как говорится. Потому что Китай, безусловно, находится в состоянии глубокой обороны от Америки и защиты своего пространства от Америки, но он не будет жертвовать своими козырями в игре с Америкой ради России. Опасность скорее в том, что он расторгует Россию с Америкой. Многие эксперты говорят о том, что для Китая это такой уникальный шанс тоже отойти от гегемона американского в финансовой сфере. И, например, как одно из развитий, несколько экспертов мне говорили о том, что, например, если завтра Китай говорит о том, что юань тоже уходит из, значит, зависимости доллара, то вот, пожалуйста, у них появляется реальная возможность стать мировой валютой, да, и юань становится... Китай никогда к этому сознательно не стремился, чтобы делать юань мировой валютой. Юань ограниченно конвертируемая валюта, отнюдь не как доллар, а доллар и даже его, так сказать, даже менее важная валюта евро всегда укрепляются в периоды хаоса и всяких потрясений внеэкономического характера, таких как сегодня. Даже в обороте между Россией и Китаем в структуре российский экспорт на 88% долларовый в Китай, а импорт на 73%. Это о чем-то говорит? Да, о чем-то говорит. Я понимаю, что вы не экономист, но вот ваш прогноз по поводу того, что будет происходить в России в ближайшие полгода. В России будет происходить экономический упадок, поскольку Россия очень зависима от мировых рынков, от мировой экономики, и в смысле финансов, и особенно технологий. Чего, возможно, Владимир Владимирович Путин недооценивает, потому что, когда ему рассказывает вице-премьер Чернышенко, что уровень импортозамещения от 80 до 100%, он, может, этому и верит. Он же много чему верит, как мы убедились на примере армии, которая вас так удивляет, а меня совершенно нет. Потому что не надо недооценивать Владимира Владимировича, но не надо переоценивать его профессиональный уровень по некоторым вопросам. И даже по многим. К тому же он человек очень фартовый. Понимаете, когда человек все время постоянно везет, у него сбивается прицел. Он, как тот самый индюк Бертрана Рассела, думает, что если его все время откармливают, то никогда не настанет Рождество, на которое его зарежут. Значит, поэтому эта зависимость очень велика. Например, вице-премьер может рассказать все, что угодно, а генеральный директор компании «Победа», бывший, ныне ушедший в отставку, поскольку он ушел в отставку, он честно говорит в интервью «Коммерсанту», что никакой авиации в России нет и не предвидится, и быть не может. И этот сам всероссийский самолет МС-21, он полностью зависим от двигателя Pratt & Whitney, заменить его невозможно, и так далее, и так далее. Что же будет в России? Это и будет такое затухание национальной экономики, превращение в такую глухую провинцию. Даже не у моря, а у Ледовитого океана. Хорошо, давайте сыграем с вами в такую суперигру. В суперигре должен быть суперприз. Суперприз. Повторная реклама вашего выступления в Израиле. Давайте. Я, правда, и так на нее рассчитывал. Но хорошо. Будем считать ее суперпризом. Давайте так. Представьте, что вы сегодня
и политический консультант Путина. Что вы бы ему могли посоветовать сделать? Увы, ничего. Потому что эта ситуация находится за пределами политического анализа и консультирования. Вот в той самой статье Путина довольно нервно, я в 2 словах скажу, о чем она. О том, что с точки зрения синдрома навязчивого повторения, да, описанного Фрейдом в книжке его фактически совместной с Сабиной Шпильрейн «По ту сторону принципа удовольствия», говорит, что сейчас человек выбирает те сценарии, которые рационально ему невыгодны, но бессознательно неизбежны. Ну, например, вот вы знаете наверняка мужчин, которые 7 раз в жизни женились на одной и той же женщине, грубо говоря. Да? Вот он женится на женщине определенного типа, возможно, очень похожей на его мать. Потом со скандалом разводится, потом женится на такой же, с скандалом разводится и так дальше, дальше. И он не может объяснить, а почему все время повторяет одно и то же. То есть ему не приходит в голову, что если ты женишься на такой же женщине, то закончится все так же, как в прошлый раз. А это классический случай синдрома навязчивого повторения, который на уровне психологии сознательного объяснить нельзя, только психологии бессознательного. Путин, странным образом, всегда решающим образом выигрывал на разрушении тех систем, которым верой и правдой служил. Причем служил абсолютно искренне верой и правдой. Первый его большой карьерный взлет был связан с распадом и крахом Советского Союза, которым он служил. Если бы не крах Советского Союза, он бы не стал ключевой фигурой Санкт-Петербурга и влиятельным и состоятельным человеком. Второй крах – это администрация Анатолия Александровича Собчака и поражение Собчака на выборах. Но после этого краха с Путиным что происходит? Он что, идет вниз? Ничего подобного. Он через 4 года становится президентом Российской Федерации. Сейчас третий виток саморазрушения. Что разрушается, что является предметом разрушения? Мир. Современный мир, как он есть. В этой ситуации давать политические советы бессмысленно. Просто бессмысленно. Хорошо, Зеленскому. Представьте, что... Вот Зеленским все просто. Я дам ему те советы, которые уже давал заочно. Я просто их систематизирую и скажу, что поскольку грядет план Маршалла, то нужно создать международное правительство. Во-первых, нужно отказаться окончательно от полномочий президента в сфере исполнительной власти. Нужно все передать, окончательно трансформировать Украину в парламентскую республику, где президент является политическим символом и арбитром, но не более того, хотя и не менее. А должно быть международное правительство во главе с вполне понятным мне человеком, нынешним министром финансов Канады, бывшим министром иностранных дел Канады Христи Фриланд, который является этнической украинкой. Вот Христи Фриланд блестяще для Украины сделает план Маршалла. Пожалуйста, повторная реклама выступления. Да. 23 апреля. Тель-Авив. Театр Бета-Хаяль. Шоу-лекция Белковского под названием «Ядерный удар». Под заголовком «Откровения ветерана ФСБ». Поговорим обо всем, что вас интересует. Кроме того, также я буду читать стихи великих русских поэтов и прозу больших русских писателей, включая меня самого. До встречи 23 апреля. Но глобального ядерного удара все-таки можно пока не будет, потому что Господь Бог этого не допустит. Класс. Прогноз от Станислава Белковского, чтобы потом следующий интервьюер мог сказать, вот вы ошиблись, или наоборот, о, смотрите-ка, Белковский почти стал Жириновским, начал давать такие прогнозы, которые в ТикТок можно как Вангу Нет, показывать. знаете, все-таки я не стремлюсь пока стать Владимиром Вольфовичем, я еще не, так сказать, не достиг такой степени просветления, а в коме я побывал уже 2,5 года назад, и обратно туда не стремлюсь. Вот. К тому же, когда Белковский ошибается, все любят об этом говорить, когда он не ошибается, об этом почему-то забывают упомянуть. Поэтому я ни на кого не рассчитываю. Но какой прогноз нужен? YouTube закроют или нет? Вопрос, когда? Думаю, что когда-то закроют в обозримой перспективе, да. Но сроков я не предсказываю. Банковская система России разрушится, будет дефолт через полгода. Знаете, что мы понимаем под дефолтом? То есть сейчас банковская система уже выведена фактически из глобальной. Да? Она в основном рублевая, а рубли можно печатать в неограниченном количестве и выполнять обязательства в рублях. Вот эти все истории с тем, что надо газ покупать за рубли, они из этой же серии. Поэтому дефолта в классическом понимании не будет, поскольку и есть международные обязательства типа евробондов и так далее. И сейчас уже создан прецедент, что те средства, которые Россия замороженные направляет на погашение евробондов, они в момент погашения размораживаются. Поэтому дефолта, возможно, в ближайшей перспективе удастся избежать, хотя рейтинговые агентства считают ровно обратно и присвоили России рейтинг «Дефолт неизбежен». Впрочем, агентство Fitch вообще отозвало все российские рейтинги. Угу. А рубль останется на этом уровне или он будет стоить 200, 300? Понимаете, поскольку рубль фактически выведен из рыночного оборота, то будет несколько курсов рубля.
Будет один курс, который написан на фасаде нашей страны, и будет еще несколько курсов, как в советское время, по которым его реально можно приобрести. И поскольку я не финансист, я не собираюсь это прогнозировать, тем более все это так или иначе вопросы технические. Важно, что со страной будет в целом. А в целом, я вам сказал, что она превращается в глухую, изолированную провинцию, хотя ее концепция, начиная с конца 80-х, начала 90-х годов, была ровно в обратном. Навальный досидит свой срок или выйдет раньше? Ну, при Путине он будет сидеть столько, сколько нужно. Что-то мне подсказывает, что он может выйти раньше, потому что сейчас уже понятно, что его решение вернуться, во-первых, было сознательным, а не результатом каких-то интриг или умопомрачения. Но он же не мог тогда знать, что будет спецоперация. У него сильная интуиция, что он не мог сказать. Я говорю, что если исходить из, опять же, все тех же текстов 16 года моих собственных, на которые ссылалась, война была неизбежна. Просто я как-то сам не до конца поверил собственному прогнозу, что это саморазрушение должно дойти до определенной стадии, вполне логично, до которой оно и дошло. В этом смысле все происходящее закономерно. Можно считать его нормальным или чудовищным, но оно закономерно. Оно не слишком стратегически удивительно. Навальный всегда выигрывал на своей интуиции. И, собственно, всегда он считал, что если все ему советуют одно, то скорее надо сделать другое. Поскольку все ошибаются, а он нет. Ибо у него самая сильная интуиция. Действительно, так нередко бывало. И для него важнее всего... Но ведь от него, как раз в российской тюрьме, от него легче избавиться. Давайте честно. Особенно, если такие попытки... Понимаете, избавиться от него не так уж сложно в любом месте, если это кому-то сильно приспичит. В российской тюрьме это совсем легко. Но если исходить из того, что это решает Господь Бог, а Навальный человек верующий, как и я, это совсем другой вопрос, это совсем другая постановка вопроса. Это же Господь Бог решает. Легко, нелегко. Что там, избавиться, не избавиться. А для Навального важно сознание собственной исключительности, которым он мог наслаждаться только находясь в России, но не в качестве политэмигранта где-нибудь в тихой Германии. Поэтому он сделал совершенно логичный для себя выбор. Абсолютно рациональный. Опять же, абсолютно соответствующий психотипу и диктуемый этим психотипом. Не потому, что кто-то его обманул или уговорил, или что-то такое. Или он не знал, что его посадят. Конечно, знал. У него иллюзий на эту тему не было никаких. Так же, как и иллюзий, что его посажают на неопределенный срок. Сколько дел нужно будет уголовных, столько и будет. Но теперь уже, если, скажем, ситуация в России не замерзнет на неопределенно долгое время, то Навальный, конечно, выйдет значительно раньше и станет весьма значительной фигурой на российской политической авансцене, хотя, конечно, не лидером и не вождем, потому что лидеров и вождей уже Россия больше не вынесет. Вы считаете, что президентом он не может? Если и может стать президентом, то не в том смысле, в каком президентом является Владимир Владимирович Путин, и не в том, о котором, возможно, мечтает Алексей Анатольевич Навальный. Он будет скромным президентом, без особых полномочий. А скорее не президентом. Ну хорошо, давайте Блиц. Мой канал смотрят разные люди и, соответственно, ищут ответы. Я выбрала для вас вопросы из комментариев зрителей моего канала, которые очень простые, они очень ясные. И такая же просьба... Как устроен жанр Блица, я хорошо знаю. Да, отлично. Короткий остроумный ответ на простой вопрос. Почему мы, великий российский народ, победивший в Великой Отечественной войне, должны жить в мире, где американцы все решают? Потому что мы проиграли американцам холодную войну. Украиной на самом деле управляет Америка? Нет. Украиной управляет Украина, а Америка имеет на нее большое влияние. Те, кто уехал, это предатели Родины? Нет. Это лучшие профессионалы, которые вернутся на Родину в самый правильный момент. Настоящие патриоты остались в России? Частично да, частично уехали. Они существуют по обе стороны российской границы. Санкции нам не страшны. У нас есть нефть и газ. И Европа не сможет без нас обойтись. Европа сможет без нас обойтись, пусть и не за один день. А санкции для нас страшны, потому что мы выпадаем из глобального мира, где финансы и технологии едины для всех. 8 лет народ Донбасса погибал от украинских ракет. Этого нельзя больше было терпеть. Народ погибал потому, что Россия в 2014 году устроила там войну. Устроила именно Россия. И лично полковник ФСБ Геркин Стрелков, как он сам признается. Штаты бомбили Югославию. Почему им все можно, а нам нельзя? Бомбив Югославию, Штаты совершили огромную ошибку. Задача как человека, так и государства не повторять чужие ошибки, а избегать их. Но почему им все можно, а нам нельзя? Нет, покончить с собой можно любому. Таким же успехом можно спросить, вот Вася повесился, а почему мне нельзя? Кто, если не Путин? Тот самый великий русский народ, который победил всех, победит и нынешние проблемы. Класс. Спасибо. Ура.